Ребятки, всем добрый вечер. Сегодня у нас неочередной стрим. Будем обозревать выставку Xbox Game Showcase, а также Starfield Direct. Посмотрим, что сегодня Microsoft нам приготовила в плане новинок. И, как говорится, готовим денежки для предзаказов. Че, ты думаешь, хорошая выставка будет? Да, Роджер. Сейчас посмотрим, конечно, что нам презентуют. Хотелось бы, чтобы максимально много крутых проектов было, которые были у инсайдов. Но не знаю по факту. Ну, я надеюсь, что это будет лучшая выставка в этом году, что мы увидим. Поэтому, как говорится, ждем новостей. Будем сейчас обозревать, обсуждать. И наша любимая критиковать. Все как всегда, по классике. Ты что, сегодня играл в что-нибудь? Вот. А, вон оно как, да. Слушай, ну красавчик. Не, чё, блин, тут работа, что есть такая возможность у тебя. Блин, красава. Блин, интересно по времени, сколько будет сегодня все презентации займут. У Xbox и Starfield. Аж интересно. Так, 2 минутки. 2 минутки. Ну чё, Джер, что-нибудь ждешь от Xbox? А что на сегодня за PS будет? Это я не слышу про PS 22. Что они там решили такого показать? Так, давайте-ка глянем, что у нас там. Что там у нас сегодня еще тогда? Знаешь, прям интересно стало. Так. А, мне же скинули, точно. Слушай, ну что-то я ничего не вижу, только это 12 июня Ubisoft Forward будет, и все. А нет, PC Gaming Show, точно. Блин, еще PC Gaming Show, что ли, глянуть? Да, они в 23. Слушай, интересно, спасибо, ну реально интересно будет. Блин, опять же, что там показывать на PC Gaming Show? Кроме а-ля Baldur's Gate 3. Вот завтра будет Final Fantasy 16. Вот это вот уже что-то интересное. Ну и, конечно, Ubisoft Forward. Посмотрим, что Ubisoft покажет. Сможет нам презентовать и удивить. Так. Ну все, вот и начинаем. Как говорится. Так, Америка, Канада, говорите. Так, игровые студии Xbox представляют. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Okay. Let's do it.
what do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Banker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Что за сильная женщина опять? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. Блин, у меня пока это Fable, That's what что they ли? are. Wafters. Но нет, это не Fable. See, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of... Понятно. One moment. This is awkward. Yeah. Решили вспомнить сказку про великана. Oh, А все-таки Fable, да. При чем тут женщина и Fable? Что, серьезно? Звук не слышно? Да не может быть. У меня все на максимум стоит. World premiere. Что-то, ребят, напутано, значит. Слушай, если так. Потому что у меня все стоит на максимум. Здорово. Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this Ну его как бы у меня все 100%. Я единственное то, что это... звук самого воспроизведения чуть увеличу. You look in the bed and somebody be gone. Death don't have no mercy in this land. shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, Ну что, бывает, sneaky, такое бывает. teeth like knives. No? А чё жалеть-то, блин? Чё там плохого? Why, Чё, how about you guys? заказал, поел, блин. Мы сейчас вот тоже мою суши-пиццу ели. Nobody? Это нормально. Кайфануть можно. Not helpful. Sneaky. Эй, ну вот с этим, когда горло болит, это действительно это такое себе. Если там царапины и так далее. Блин. Вот это абсолютно непонятно бывает. Че, что это? Не люблю такие трейлеры. Просто абсолютно ничего не показали. World premiere. Так, мировое пение. These are dangerous times. А, ну понятно. At least that's what I hear. Может быть, действительно. Empire? Так, да ладно. Звездные войны. Не может быть. Не может быть. But the world here Ну ты что, не попрыскал бы воды и все. belongs to the syndicates.
Это вот как раз таки ZeniMax студия, проект по Звездным войнам. If I want to survive, I have to play their game. Походу за наемника играем какого-то. Точнее за наемницу. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. Блин, что-то слишком много на сегодня сильных женщин, я бы сказал. Это прям перебор. I've been held back my whole life. And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll Слушай, never пропустил look Fable. over your shoulder again. Фейбл, потом непонятный проект вообще. Ну и сейчас вот Звездные войны будут. Ну чё, ребятушки, мы чё, залетаем в Discord? Поэтому пока, в принципе, ничего такого, везде только синематики были, геймплея как такого еще не было. Абсолютно всех проектов. But it's a big galaxy out there. And I'm gonna risk it all. Ну все. Так, что это у нас? Звездные войны Close. Так, 24-й. Опа, Xbox Series XS. Эксклюзивчик. Опа, завтра на Ubisoft покажут. Ну что, придется завтра Ubisoft смотреть, что Wow. походу. Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature. The Xbox Game Showcase, followed by a Ну, это deep пока dive начало, into one of the most пока important начало, RPGs ever made, Starfield. Завтра покажут нам Gaming is the Звездные most войны. powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play. By partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the Ну world. слушай, значит у нее We хорошие made отзывы this по ней. show for you, the largest, Ну, в most принципе, я не engaged, против and нее, что globally она diverse ведет fan base in презентации Xbox майков. history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From Вот я me поэтому говорю, что and all я of вот the тоже team так же at как бы привык к это, я вполне. thank you. This next game is from Thunder Вполне Lotus, доволен. the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. World. Так, еще одна премьера. Блин, опять анонс. Походу опять синематика. Я думаю, они будут... Фил Спенсер, я думаю, у Старфилда, может, начнет себя заявлять. Ну, бывает такое, бывает. Вот опять же, что это за мировая премьера? Я все, конечно, понимаю, но, блин.
Блин, это типа Vampire Survivors, что ли, рогалик? Слушай, да я вообще бодрячком, я бы сказал. Я полдня, конечно, спал тоже днем, скажем так, но и UFC-шку я посмотрел. И я прям реально, я что, считаю, я встал в часов, ну, получается, UFC посмотрел в 8, я встал, посмотрел. Потом лег опять в 10, встал в 11, встал, потом в 12 встал. Уже как бы так, часа два покатал. И потом опять лег и все, и до 5. Опа, это что, это у нас Payday, что ли? Или новая DLC-шка для Payday 2? Ну нет, походу все-таки новый Payday. Да, Payday 3. Знаешь, я сегодня днем был вот такой вяленький, но я говорю, потом как бы эта собака пока погуляла, пока прогулка ходили по магазину, все как бы в принципе. Бодрячок словил уже полечь. Ну сейчас колу пью, нормально. Слушай, ну неплохо выглядит, я бы сказал, очень неплохо. В принципе, я бы залетел бы. Нет, анимашки понятно, я говорю, что для компа пойдет, если это будет, знаешь, такой среднебюджетный типа. А по цене там долларов 20-30. Если это, конечно, цена будет как у AAA проекта, образно говоря, там долларов 60, то, блин, то это, конечно, вообще не катит. Просто для коопчика неплохо, вот вполне неплохо. Я говорю, что опять за определенную стоимость денежную. Опа, Unreal Engine, вот это уже что-то интересное. О, блин, да вы что, угораете, что ли? Блин, нам Sony уже хватило и Summer Game Fest вот это все. Реально, ну бля, Майки, ну ты куда? Тогда они все на их хуй, это действительно. Давай. Вот, я только хотел сказать, что это Persona 3, походу. Да, это Persona 3. Я же, потому что сейчас везде уже показывают, что Persona 3 выходит. Да, это ну. Не, ну Persona как бы это ладно. Это такой проект, который в любом случае нужно показывать. Они так что пишут мировая премьера, как будто капец. Понятно. А, не, Obsidian, блин, Obsidian. People don't like you very much, do they? Sent here to the living lands by an emperor who couldn't Для свитков новой DLC. Нет. Нет, Киберпанка еще не было. to investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. Я сначала думал, это персона. Ой, персона, свитки опять. But the truth is, you scare А us. что-то это прям... The way you fight,
Это просто анимации свитков. Вот реально просто это разостроил. Ну блин, там огнестрел был. So now that you have all this power, what are you gonna Ну do видишь, у with них же it? всегда такие убогие анимации, потому что они все используют свой этот движок столетней давности. Все просто дорабатывают, а анимация такая же остается. Ну реально, пока похоже вот на тот самый движок. Я вообще не знаю, что выбирать. 24 год. Они что, решили Xbox оставить без игр на 23 год? Опа, еще один проект под Звездным войнам, да, офигеть, да ладно. Нет, не Звездные войны. Блять, не Lucasfilms. Что у нас еще может быть такого? Что там? А, блять, это эти Seal This. Новая DLC. У меня тоже в Steam есть, но я даже не запускал ни разу. Да, пираты. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island. You mean Governor Guybrush. But Threepwood's Нет, там нужно именно, чтобы была команда. Да-да-да, в коопе говорят прикольно, действительно так. Я смотрел, ребята действительно гоняют, когда в коопе там, блин, реально кайф. Ну, не знаю. Реально нужна тима, чтобы отрабатывала. The legend of Monkey Island. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Ну, видишь, это эксклюзивчик зеленых. Ну что, когда-нибудь Skull and Bones выйдет. Получите из Sony пиратов. Things may be very different from the sea of thieves you know. Да, обезьяний остров. Понятно. Бля, она же, по-моему, уже вроде как. Да, я говорю, что она вот-вот должна. World premiere. Мировая. Они еще так презентуют, это мировая премьера, прям капец. У кого-то что-то нереально будет. Но я не знал, что у пиратов реально Lucasfilm замешано. Открытие для меня. Да ладно, опять? Не, ну почему, блин, Fable анонсировали, что Fable выйдет. Уже как бы анонс есть. Как всегда, опять Microsoft Flight Simulator. Блин, ну выглядит пока, конечно, я не знаю, на чем они это запускают. Я даже не представляю. Не, это этот Microsoft Flight Simulator. Просто что они расширяют возможности твои, походу. И ты будешь не просто летать, а именно, то есть ты даже быть спасателем, строительством заниматься и так далее. А не просто какими-то там грузоперевозками. Конечно, я давно уже не играл в него. Ну, это действительно прям прикольное нововведение, я бы сказал, потому что там реально было из точки в точку просто, а здесь ты занимаешься именно помимо. Что ты можешь, вот, блин, выбрать направление авиации, и это действительно прям прогресс.
Но я не представляю, на чем они это запустили. Потому что, блин, 4090 не вывезет даже такое. Графика просто что-то нереальное. Какая жесть вообще. Блин, ну это вообще... Я не знаю, как это запускать. Реально. Просто такие масштабы. Просто фишка в том, что реально там такие масштабы, просто там это все на таком вполне хорошем уровне. Это, блин, Xbox просто не вытянет такое. Не говоря о игру, как бы, ну не говоря о ПК тоже. Походу Дюна. Кстати, завтра Дюну должны показать у Ubisoft. Да. Дюна Microsoft Flight Simulator. Что-то новенькое. Это что-то новенькое. Так. Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Ну чё, походу дождались мы. Да, сейчас на ген коробки синематик покажут. Following the threads of her mind. She's here to find them. The ones who hide. She needs their help with a promise. A question. But it's never so simple, is it? Да, это не синематик, это геймплей. Именно что. Это чистые кадры геймплея на Xbox Series X. И это выглядит, слушай, очень круто. Это реально выглядит хорошо. Такая детализация поверхности. Просто максимально объемной поверхности. Отражение воды, все, блин. Это реально выглядит круто. Слушай, модель персонажа просто разрывная. Реально, ребята очень круто сделали. То есть, как она двигает глазами, блин. Это просто что-то нереальное. Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too hard, woman. Their eyes everywhere. I can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Скорее всего, боевку мы немножко увидим, мне кажется. Буквально так, пару кадров покажут и все. Our souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? Ну, мне кажется, да, в любом случае они будут поддерживать сюжет. ГГшки. It's you.
Блин, надо дальше, хорош уже, давайте. Блин. Покажите перемещение, мы посмотрим на объекты хотя бы. И немного анимации боевки. Everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? Так, ты понимаешь, это не трежер, это геймплейные кадры были, плавно переходящие в синематик. То есть это именно что... геймплейные кадры. Блин. Ну что могу сказать, графика реально, это разрыв, конечно. Реально графика очень шикарная. Очень крутые объекты. С хорошим объемом. Да, по боевке только вопрос. Это у нас что, опять еще одна игра по Якузе? Блин, ну что-то это, их слишком много, я бы сказал. Oh my god! A stranger! Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. Ну да, Малина оказался в Америке. Но, блин, все равно, я не знаю, что-то, мне кажется, Якудзы слишком много. Блин, ну не знаю. Я говорю, я не фанат, может, действительно. Кто в это играет, это действительно зайдет. Потому что, ну, графика максимально а-ля, блин, 2013 год. С пластмассовыми моделями. С кривущей анимацией. Сквозными объектами. Ну, это такое себе все. Ну там типа сюжет крутой у них. Ну не знаю, я говорю. A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic flight. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Что тут у нас с Фолычем связано? Блин, новый DLC для 76-го. Spend your time with friends. You'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachia settlements to Nuka-Rola shore. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and pick your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. У меня как бы есть, но я говорю, я, наверное, от силы минут 20 играл. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Да, Атлантик Сити, понятно. World premiere.
Так, а это что у нас у капа? Здорово, сегодня. Ну что, да хорошо все. Твои как успехи, как рука. Это что у нас РПГшечка? Ну, пока максимально странный проект, я бы сказал. Прям... Прям максимально странный антураж. Прям вот слишком. Блять, реально, у Капка там вообще что происходит? Вообще выпускает непонятно что. Просто они живут в каком-то своем мире, что ли? База загадств. Блин, вообще что это? Так, на движке Re-Engine. Ну, в принципе, понятно. Да, это вообще что-то. Слушай, да еще все впереди, в принципе. Но пока это реально, это просто... вот в плане этого проекта это что-то вообще дичайшее. Я говорю, там у Capcom у них свой мир какой-то, что ли. Непонятно, где они живут там. Не в куполе, что ли. elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. От Hellblade я вообще пока в восторге. Это что-то прям нереальное по графике. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design. Я другого не ожидал, что они покажут геймплей. Bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac B-Series Да, ну это мы уже видели. Это мы видели, в принципе, что еще ждать. Forza Motorsport, как всегда, топ, без вариков. I know you're ready. You've got this. Let's tweak the car's performance for the next one. Ну что могу выделить? Ну, блин. Походу играет на Xbox Series X в режиме производительности. Потому что слишком много лесенок. Не, я в пятерку не играл. Пятую что-то я не ставил, не катал. Я даже это не покупал ее после того, четверка есть, а пятерку что-то не ставил. Ну, по 10 октября. Не, ну блин. Это Forza Motorsport, что взять? Ну, да, здесь должно быть действительно все быть на уровне. Это же кольцевые гонки. То, что в геймпассе, это реально круто. Можно будет просто попробовать по халяве. Реально достойно. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal. Endurance,
А, ну вот, свитки, новая DLC, либо уже вышедшая DLC, да. Но мне кажется, все-таки это вышедшая DLC, которая вышла вот только. Слушай, ну у них развивается, они же постоянно DLC-шки выкатывают, да, это свитки. Слушай, да нет, пока переносов, в принципе, половина проектов в любом случае до 4. А часть, в принципе, уже в 23-м выходит, поэтому переносов пока нет. Да не, можно было не то чтобы обновить, просто немножко подтянуть бы. И было бы вполне хорошо. А по факту ничего такого не показали, что я говорю, что все, что выходит в 23-м, это все мы уже видели. Ну, я тебе говорю, анимация, блин, ну это старый движок, которому уже, блин, 150 лет. Да, это, блин, который вот DLC-шку не все показывают. А графика, ну, графика тоже что взять, скорее. There's something different about Null Sector this time. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. People are answering Winston's recall. There's new blood on the team, and we have so much to teach them. А я уже думал, они уже забыли. We can stop Null Sector. Maybe we can save the city. Coming through. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. Слушай, ну презентация DLC всегда будет, а без этого никуда. Это абсолютно такой фактор, он всегда был, есть и будет. I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Это просто неизбежно, продавать же надо. Time to create peace with bullets. Greetings. По поводу кооп ивента я что-то не понял. Вот это вот вопрос, потому что по кооперативу были вопросы у всех. Может, они его отменяли. Что за кооп? Не-не, с коопом тоже у них была такая тема. И поэтому люди просто жестко критиковали еще до выхода Diablo 4, прям жесть творилась из-за коопа. Походу будут иногда временные события выходить для коопа. Так, стартовый пакет новых героев 10 августа. Так вот я о том же, я думал, что не все уже, блядь, этот Overwatch, он, блин, погиб. Критики и тому подобное. Но, видишь, живут, ребят. До сих пор капец. Это опять у меня. So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happen to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects, but you're just mannerless little brats.
Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Ну вот с этими проектами я говорю, блин, ну ребята. Ну зачем? Вот выберите какой-нибудь другой. Вот зачем на таких презентациях показывать вот это? Вот вообще, я просто не знаю. Слушай, ну пока они прям шлепают и шлепают, я бы сказал. Прям ребята, конечно. Ну это Starfield, походу. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. Опять же, зачем показывать его, если у него отдельная презентация? The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Не, может быть, конечно, типа показать, что может кто-то не доживет, типа до презентации Starfield, не будет смотреть ее и так далее. Типа так мельком. Пускай глянут. Блин, вот это я только не понял от создателей Skyrim и Fallout 4, когда говорили, что и написано, что студия Fallout 76. Вот это очень странно. Или они что, решили рокировку сделать? Все плохо было. Если студия Skyrim и Fallout 4, то проект выстрелит. Ну все тогда. Проект будет успешен, это прям 100%. Если они все-таки это сделали, убрали студию, которая за Fallout 76 отвечала, и поставили их, все, проект будет максимально успешным. Тут без вариантов. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. Ну это круто, тогда реально, если была рокировка, блин, Microsoft вот только уважуха за это. То ребята правильные действия делают. Да, свитки в космосе, это же будет очень круто. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Ну да, Skyrim, Fallout, космос, блин, ну... Блин, ну это круто. Пока это да, но Moonskine прям хорошего уровня, я бы сказал, прям. Слушай, да там в целом была и анимация такая себе, то есть классический Skyrim, я бы сказал, то есть никаких следов, ничего не остается, вот все как раз вот та классика движка их. Но сам факт то, что это все выглядит хорошо, я бы сказал, в плане света, тени и так далее, что все равно он как бы в принципе он подтянутый и выглядит, воспринимается неплохо. С учетом того, что это будут все вот эти масштабы, что ты можешь сесть на корабль, полететь в космос, устроить какие-то звездные баталии в этот момент, потом высадиться на другой планете, либо же залететь на какой-нибудь космолет, там поторговаться образно, и опять выйти и полетать. Блин, ну это будет очень шикарно выглядеть. Даже на этом движке. Ну, в принципе, посмотрим, что гадать. Будет еще презентация Starfield, а там увидим, что покажут. Ну, кстати, что-то реально прям какая-то тенденция пошла на эту мультяшную графику. Кстати, завтра будет эта презентация FF16. Завтра Ubisoft и отдельная презентажка Final Fantasy 16. Поэтому я думаю, завтра будет демка.
Завтра будет демка вместе вот с презентацией. Я думаю, они презентуют, что выход демо. Так, это режим качества написано было. Что это такое прям? Я говорю, максимально расслабляющий проект. Нет, есть хорошие инди-проекты. В принципе, вот этот выглядит на инди-проект, я бы сказал, хорошо. Мне нравится. Я бы попробовал бы. Нет, были, да, действительно были хорошие, скажем так, да, Uncharted 4 и так далее. Но вот этот выглядит прям тоже хорошо, я бы сказал. Прям он найдет свою аудиторию. Нет, вот Little Devil Inside я даже его не знаю, что за проект. Может, как бы видел его, но что-то в памяти не отложилось. Так, Secret Mode. Да, я смотрел вчера этот AORUS of the Fallen. Так я об этом и говорю, они просто чуть ли не каждый свой второй проект так презентуют, мировая премьера. Слушай, ну мне понравилось. Я бы не сказал, что прям жутко атмосфера местами, как бы, ну не сказал бы там, но выглядит он действительно хорошо, мне понравилось. Хотя это типа какой-то ужастик, survival horror. Опять просто ничего не показали, какой-то побег непонятно от кого-то. И все. Ну, блядь, ну смысл так показывать? Потом мы должны сейчас сидеть и гадать, о чем проект. Нефть. Ну, Starfield это понятно. Блять, ну мультяшных проектов слишком много в этом году, прям у всех что-то абсолютно. Либо же они решили взять ориентир на аудиторию помладше. Ну это что-то прям до хрена, я бы сказал, слишком. Так, новый день, новое подземелье. Блин, ну вот этот интересный, опять же, проект. Опять же, что-то такое прям индюшатина, но неплохо выглядит. С определенными интересными механиками. А вот вы дождались, ребятки, ну чё? Включаем максимальный режим критики. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion. Ну, если я пробью геймпас, то может быть действительно поиграю. Plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Да ладно, только не говорите, что это будет официальный трейлер и все. Но это плохо. Сейчас посмотрим, сколько багов будет. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. Ребят, ну не люблю, когда просто трейлер. Почему нельзя сразу показать геймплей? V. О, знакомый звук. My name is Songbird.
I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's вот, я тоже говорю, что, блин, трейлеры нахер показывайте геймплей, сразу же смысл официальных трейлеров. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. You need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Я думаю, и на ПК 4090 будет все плохо. Iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything and do it soon, I'll die. Так, 6 сентября. Ну чё, честно скажу, меня не впечатлило вообще никак. Что-то как-то... Ничего. Просто вот абсолютно, да, действительно ничего не показали. Вот, блядь, вообще непонятно. Чего ожидать и так далее. Вот что. Все верно. Не знаю. Ну, нельзя так показывать. Реально нельзя. Это что у нас? Citizen, либо еще что-то похожее. Градостроительный симулятор какой-то. Не знаю, я, наверное, скидки дождусь какой-нибудь хороший возьму. Так, да, что-то даже залетать не хочу. Слушай, им нельзя верить уже, по факту они ничего не показали. А, ну вот, скрывается. Реально, у ребят все слишком плохо. Все, что они не выпускали на данный момент, все через одно место. Слушай, ну 30 евро, опять же, вот если судить так, если и у нас будет, то есть не региональная цена, не так далее, и 30 евро, это считай, наши деньги, это 2,5, это очень дорого, я бы сказал, для DLC-шки. Да, блин, мне кажется, новых то я также не проходил, потому что она максимально нудная, скучная, просто неинтересно было в ней играть. Кроме пары моментов, но эти пары моментов, блин, ты прошел и все дальше сколько-то. Да, они, блин, да даже вот этот трейлер меня как-то вообще не впечатлил их. Ничего такого не показали, да, там была, когда из этого, из штурмовой винтовки стрельба, типа, частицы, цветовые эффекты, все. Ну все, ну в целом, ну блин, ну хз. Опять индюшатка. Это что у нас, что опять анимешная утопия? Хорош, ребята. Ну, что самое интересное, все анимешки так выглядят убого. 内なる英雄の姿に変われと。
真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空事。まさか人間？この国は今有史以来の危機にさらされている。どうやら面白い力を手にしたよ。Походу, да, что-то себе прикупили, ребята. Походу, реально майки себе прикупили парочку японских студий. Либо же разработчиков перетянули. Слушай, ну насчет GTA 6, там, блин, там тоже много нюансов в плане поработки и так далее. Просто сам сеттинг. Блин, ну, ребят, ну надо что-то еще посерьезнее показать. Мы на вас ставили ставки. Так, им нужно уже показывать тизер, анонсы и так далее. Потому что все-таки нужно даже анонсировать уже. Те же знают, что разработка идет. Опять анимешка? Да вы чё, блядь, убираете что ли? Сколько их будет? Просто аниме на аниме. To find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Да, капец. Ну, кстати, от аниме, и это же все-таки не про повесточку. На аниме можно хорошо денег заработать. У аниме большая фан-база для дохода. Ну, блин. Коммерция, но нужно все-таки свои большие проекты показывать хотя бы немного. Ну это походу какой-то а-ля битэмап, что ли, они Да что-то все плохо, реально, с AAA проектами что-то прям все хуже и хуже. Что-то прям как-то слишком грустно. World premiere. Ну не, я говорю по аниме, я вообще прям как бы аниме поглядываю, но вот так, если даже по вселенной, то даже не знаю, что наверное. Не считаем там Берсерка и так далее. Какого-нибудь там Ван Хельсинга. This city is a miracle of progress. A finely tuned. Сначала я думал, что-то с Биошоком связано. Реально с этим похоже. Но опять же, Dragon Ball, он есть же файтинг. Ну, что-то такое на любителя. Я тоже смотрю, но это не Биошок. Но сеттинг Биошока прям реально. If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space. Да, это именно вот этот сеттинг Биошока Инфинит. Но он же как бы закончился. Ну, это реально Биошок все-таки показал. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Нет. Не Биошок.
Потому что этот же основной геймдизайнер BioShock, он же свой какой-то в космосе проект делает. Нет, выглядит неплохо, то есть графика, конечно, что-то уровень такой себе, но вполне неплохо. Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Ну, давайте показывайте еще. Слушай, так это печально, то, что мы опять же от них не ждем, они взяли такой кусок а-ля вселенную Звездных войнов. Это капец. Это реально капец. Так, Xbox Series S в черном цвете. Ну, карбоновый блэк, типа, видишь, 1 сентября. Нахер он кому нужен Series S? Ну вы что, угораете? And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Ну все, короче. Выставка Xbox. Шлак. Вот именно, что надо что-то продавать, и они реально, походу, на этом что-то хорошие деньги зарабатывают. Что смысл их этих игр? Что так, ладно, выпустим что-нибудь в Game Pass, пускай ребята хавают в Game Pass своем. Что за музыка за Звездных? Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here, and that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game.
What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do, and that is Starfield. Не, вначале именно, чтобы прям музыка за языком была. Буквально первые там 5 секунд. Реально звук начальный за языком всегда. But well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. До нового Skyrim еще не скоро. Let's jump in and take a look. То до города некогда. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. Бля, какие конченые ребята, вы знаете, что ли, блядь? Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Да блин, они молят, что ли, блядь. Буквально недалеко от моего дома там салют пускают, ребятки молят. Реально, тут банально, вот 50 метров, наверное, от моего балкона. Народ угорает уже совсем. Если в окно залетит кому-нибудь. Нет, салют прям. Я говорю, прям буквально вот, я говорю 50 метров. Слушай, ну опять проходим сквозь траву. Никакого взаимодействия объектов нет. Но, блин, ну мир в принципе выглядит хорошо. Хоть это движок, образно говоря, Skyrim. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Ну, я думаю, что по поводу телеги, скорее всего, потом моды такие будут. Мы будем кататься в телеге. Да, Starfield салютом встретили. Действительно, блядь. Слушай, ну это же все-таки презентация на Xbox Game, это Series X, поэтому я думаю, что и показывают в режиме качества 30 FPS. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in Да, every потому что вон даже from all of your weapons видно. to spacesuits это действительно. To food. We just obsess over the details. Динамическое разрешение есть определенное. Не, мне пока нравится, честно скажу, пока проект выглядит хорошо. Реально, мне кажется, залетим в него надолго. То есть детализация объектов хорошая, проработка робота даже взять, блин, ну крутой дизайн. Слушай, ну блин. Пока все хорошо. Пока действительно все хорошо. Не, ну 30 FPS для приставки хорошо, действительно. Но я говорю, что, не, мне пока реально, я точно возьму его тоже. Прям хороший проект. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home. Просто какая детализация объектов, просто все до мельчайших деталей. Хоть если он прогруз небольшой, но блин, это все реально круто поработано. Ну, большинство, да, в производительности сейчас FPS будет играть. This is your star map. It starts with the planet you're currently on.
You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them. Да нет, тебе на ПК надо будет как раз таки, считаю, с хорошей графикой в 60 FPS. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, Если я говорю на where we свече, как can бы find это the еще city of приемлемо, New но Atlantis. на остальном... Ну слушай, ну... Не твоя тема, но, блин, она выглядит хорошо. Прям реально очень хорошо. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Не, я говорю, я бы производительно ставил. Я не могу в 30 FPS, да. Ну-ка, погодите-ка, давайте-ка мы посмотрим, что у нас тут. Как это выглядит. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. Блин, огонь It's a few говно. moments Вот of просто gameplay that максимально make this говнище, space я бы feel like it's сказал. full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzed if you really stop 2002 года какой-то. It's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Не, я вот по поводу космолета я тоже обратил на это внимание, что я думал, что будет все-таки ты сам должен будешь посадить. А здесь ты именно подлетаешь к планете и выбираешь, где высадиться. Ну, такое. Опять же, это тоже объяснимо, потому что мало ли ты куда-то не туда захочешь сесть. А это придется сюда всю планету прорабатывать. So alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Да нет, FPS там, блин, 30, они везде одинаковые. Это просто зависит от восприятия. То есть консольные они просто воспринимаются так. По факту они везде одинаковые. Ну, это для меня, опять же, я говорю, что в принципе мне их объяснимое решение, почему они так сделали вот эту высоту. Я как бы понимаю это. Потому что я говорю, блин, это придется всю планету прорабатывать. Что-то нужно, блин, мало ли ты где-то не там высадишься и так далее. Это как бы действительно, это, блин, затратно слишком. А так ты действительно что-то выбираешь точку себе и все. Но опять же, это можно было сделать а-ля типа автопилот. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation Не, is ну, just No the Man's Sky там и first графика many совсем you'll другая. embark on. The settled systems is home to all kinds of different здесь stories, реально здесь people, тяжело. and adventures for you to uncover. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here Да нет, ты value чё, какие law, лицевые анимации? discipline, and the Движок, блин, legacy of 11-го года. humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Да, Colonies. именно, что это все верно, что это не по графику, а именно, то есть про геймплей, про Beyond the проработку United механик. Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City.
Немного похоже на AORUS. Там что-то у меня сразу такая ассоциация. Нет, здесь знаешь, как я бы сказал? Графика самих персонажей говно просто вот максимально. Все остальное выглядит максимально классно. То есть вот проработка роботов, самого мира, все это выглядит на хорошем уровне. То есть проработано все до мелочей. Ну, а сами персонажи, ну, прям реально такой себе. Ну да, надо делать все это, натянуть текстуры и так далее. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore. But these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. Немножко доработано. Фолл и 76. Просто детализация вот объектов реально мне нравится. То есть как пушки сделаны, роботы, какие-то станции и так далее. Костюмы банально, все до мелочей проработано. Нет каких-то смазанных частей. Прям банально каждая трубочка, все это хорошо текстурировано, с большим количеством полигонов. Не, хорошо, я говорю, вот сами лица только у бога. Waiting for you. A slice of humanity's future. Анимации такие же, прям. Все то же самое, все вот того уровня. Ready to get out there? О, даже волос шевелится, ничего себе. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. Да, анимация Скайрима, все верно. Именно все того, что мы, в принципе, привыкли, видели и так далее. And I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. Но лицевые текстуры прям You know who you are? реально New recruit плохие. for ARGOS extractors? Ring any bells? Мне кажется, это все будет. Без этого никуда. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. Может быть, еще к выходу доработают его как-то. Blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. Он пока You know, the просто crew вот still реально has a betting действительно pool about обычный which просто, ничего restaurant такого. critic you Но must я have думаю, мне кажется, crossed все to равно будет wind up доработать. here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to Блин, come in когда они handy. приближают You к could be in лицам, the вот я middle of сразу a же fancy вспоминаю restaurant реально talking to some Skyrim. guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick Ну to вот реально professionals просто чисто anyway, Skyrim. given what happened the last time. Да, We're also да, giving все you the сразу option to вспоминается. customize your Да. build even further by letting you pick up to 3 Я думаю, нужно traits. было текстуры Traits are получше completely лицами optional, сделать. and they come with their own advantages and disadvantages. You can Ну, как choose бы to meet ладно. your biggest fan. Это все не про это. Is it really you? He'll join your crew and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. Всегда ты You чуть-чуть have to pay помнишь. some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves Я a думаю, visitor. можно будет выбирать на темную тему. I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues.
Так, ну-ка, There's another покажите, как great это one все that будет gives you a управляться. damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want Нет, to я remove вообще a не помню. trait, Честно, there are Оперативная ways to do that проходил, too. но я вообще не помню. Реально. It's a feast for the eyes. Блять, это реально слишком давно было. To another adventure. We'll let you discover that on your own. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Блин, сейчас глянем по поводу теней, я пока сильно тоже на это не обращал внимания. Сейчас глянем, что там по теням. Ну вот сейчас эта анимация с миногом мне понравилась в плане убийства, как он умер. То есть даже анимация определенных объектов была. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Ну не, слушай, тени есть все, причем даже на любой кузнечик бегает и все присутствует. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. Я хочу, чтобы показали полеты на звездолетах. Я хочу на это посмотреть. I'm out there pickpocketing everyone. В принципе, со стрельбой все понятно, мне стрельба нравится. Я доволен ей. Slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Да ладно, скрытое убийство. Вот надо теперь со звездолетами понять, что да как. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Блин, вот это прикольно. Не, боевка мне вот реально абсолютно нравится. Я доволен ей. Для РПГ боевка классная. Реально, боевка на хорошем уровне. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Не-не-не, тут к визуалу только можно придраться в плане персонажей. Все, вот это единственное такое. Во всем остальном она пока выглядит, ну блин, бомбезно. Тут вот просто вот если лица не показывать и шлем надел, все, идешь в виды и просто шикарно. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Блин, ребятки, давайте показывать уже, как это все. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running.
And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here, and you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Блин, сколько часов будет в ней проведено всем, это очень долго будет, все эти кастомизации, но это классно, Our что ребята modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines Блин, ready. я не представляю, что там люди будут делать с этими кораблями в этой кастомизации. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? Что хочешь, что и делай. You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA И machine. просто показываешь, как действительно там фигуры корабль. I still want to give it almost a Слушай, human русский язык personality, пока ничего не so I сказали elongated еще. the limbs. Пока This tends to make him тишина. feel Но more скорее всего не human-like будет. and give him a little personality. It is a shame Да, скорее exploration всего его requires выпилят. so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Ну да, ПКшникам действительно хорошо, им как бы и озвучку запилят, еще что-нибудь. В принципе, тут проблем с этим не будет, ребят. Блин, давайте показывать, вот я это жду, как на залете-то летать. Как это все? Вот что мне We're показываете? putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat.
It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Пофигу, на English. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Покажите, как он лучше называется. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Блин, мне нравится то, что он распадается на объекты, и ты можешь врезаться в них. Они просто взорвался, и кусок такой цельный болтается. Да не, это реально просто, блин, как бы игрой года не была, если она выйдет как раз. It's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Слишком много, блин, геймплейных механик таких, there are plenty of sights to see and реально есть stops to чем make заняться. on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. Я просто залетел на станцию и болтаешься по ней. Maybe you'll dock with a gigantic battleship like the UC Vigilance. Да нет, у них такого не бывает, блин, ты чё? Образно говоря, ни один проект в плане свитков не провалился, все на топе. Вот максимально все. Реально, просто вот любые свитки взять, у них все прям вышли идеально. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Я говорю, только у Фолыча были проблемы, когда тот Говард не принимал участие со своей студией, а сторонние разрабатывали, у тех были какие-то еще проблемы. Все остальные проекты у них вышли реально на уровне. You know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Максимально липкий. Да тут, знаешь, я бы даже сказал, что нельзя считать, что Bethesda спасла, потому что у них все-таки отдельная презентация Starfield. Everybody, we were showing you so much stuff, but we thought we'd just take a little break,
and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. Потому что на часах показывает 6 сентября. А ты подумал, 6 сентября будет? Но опять же, что-то под сомнением. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Блин, ну что-то не знаю, я как бы от геймпада фиг его знает. Я понимаю, как бы в коллекционку засунуть, но блин, ну что-то такое перебор. Блин, ну отличный проект. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you would have a different story to tell. Ну, видишь, пока все показывают, все механики, которые присутствуют, как это выглядит. В принципе, это правильно, чтобы у людей вопросов не было, как это все работает и так далее. И ребята реально отвечают просто своей презентацией на все. И это реально отличный подход. Блин, просто мне нравится стрельба. Я говорю, это просто бомба. Для RPG составляющей. It's completely up to you how you want to interact with each planet, whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and
produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters. We wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Ну что, в принципе, немного осталось до выхода игры. Буквально несколько месяцев. Я думаю, сейчас они озвучат дату выхода. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work in your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger habs. That way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. И ребята все рассказывают и рассказывают. Все, значит, игра уже готова. Идет, то есть, максимальная полировка уже. Мелочей каких-то. То есть они правильно сделали, что они с весны ее перенесли на осень. И это действительно, блин, ребята молодцы в этом плане. И сделали такую презентацию большую. Я говорю, вот так надо переносить проект. И перенес, потом сделал презентацию большую, и потом дата выхода. Все. Пушка. Правильная работа компании. A selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. Не, здесь сильно, я говорю, стрельбаком, я говорю, чисто как киберпанк и все, там такое. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. Слушай, ну презентация, конечно, вот, я говорю, вот это реально эталонная презентация проекта, просто вот вопросов нет. Просто сидишь и восхищаешься. За что ты отдашь деньги? Просто вот все. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Блин, даже в шлеме отражение есть. Блин, ребята молодцы. Просто. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. Блин, это прикольно было, когда он в плечо стрелял, и его дергало в ту сторону, в которую пули попадали. То есть работа гравитации, все, физика продумана. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and графика давно не решает, банально даже примеры про Зельда. Вот просто вот банально.
Главное, действительно, хороший геймплей и механика. Starfield's got you covered. — 48 минут она уже идет. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and, wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Beskap, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. Oh, that's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Ну, как я говорил, что 6 сентября все-таки выходит. Все-таки они на часах действительно показали дату выхода. Осталось совсем понты. Блин, ну это пушка. Это пушка. Вообще просто без вариантов.
Ну, Forza мы видели, поэтому я говорю, что... Блин, вот я говорю то, что вот из такого, что мне понравился Microsoft Flight Simulator и Hellblade. То, что мы действительно еще не видели, это действительно мне понравилось. Во всем остальном выставка майков, блин, ну ничего такого. Вот, опять же, у них были все шансы, но что-то они не воспользовались. Ну а презентация Starfield тут просто никаких вопросов. Просто это лучшее, что может быть. Как бы да, были вполне неплохие проекты, скажем так, которые были показаны, но это все равно мы другого немножко ждали. И инсайдеры выкладывали совсем другое, но это все ладно. Но главный, скажем так, на главный вопрос они ответили, что со Starfield. Со Starfield все отлично. Все, спасибо за внимание, как говорится. Ну что, нужно сделать, как говорится, выводы определенные и заканчивать стрим по поводу презентажки. Ребятки, кому как в целом, давайте выскажем ваше мнение, послушаем. То, чем довольны и что думаете. Блин, ну реально, я говорю, что надо посмотреть, что там будет. Какой ценник у Starfield за предзаказы глянуть. И уже готовить, как говорится, денежки. Предзаказу. Реально, просто лучшая игра года. Походу. Жаль, конечно, что игру не показали остальных. У игры просто, вот реально, у игры все вот идеально. Кто там что не говорил, были слухи и так далее. Но действительно, я говорю, вот этот перенос с весны на осень, это реально это их лучшее решение. Плюс вот эта вот презентация, которая не показывает, что, блин, у игры в принципе все good. Что максимально все механики доработаны. Честно, вот я говорю, вот презентация майков, вот то же самое, что Summer Game Fest, что Sony. Прям вот просто вот один уровень, я бы сказал. Были также вот, что у Sony было пару проектов, чем я был в принципе доволен. Что у майков, что на Summer Game Fest. Все, вот просто один в один. Пару проектов и все. И все остальное такое. Да, что-то есть более-менее такое хорошее, но это все не то, чего ждали. И это как бы, блин, ну, обидно. Обидно, что я говорю, что много чего не показали они опять же. Можно было банально даже сделать хотя бы какие-то анонсы этого всего, что у них есть. Ну, блин. Как говорится, решение за майками, они решили все сделать так. Без всяких анонсов и так далее, прям больших. То есть, ладно, Fable анонсировали, но можно было и остальные проекты также банально небольшим синематиком анонсировать. Ну, реально просто. Целый час они уделили одному проекту. Это, блин, реально круто. Который смог ответить на все вопросы. Я думаю, блин. В принципе, даже больше нечего тут критиковать и так далее. Ну, демка FF16 будет завтра. Как раз завтра презентация. И будет Final Fantasy 16 демо. Я говорю, завтра прям просто максимально отличный день для этого, раз будет презентация у них. Поэтому они покажут и скажут, что, ребятки, с этого момента демо FF16 доступно для загрузки. Загружайте, пробуйте. И, как говорится, жду от тебя стрима. Плюс тут вычитал то, что это эксклюзив FF16 только на полгода будет у PlayStation. Потом, типа, все, эксклюзивность заканчивается у этого проекта.
Я буду на резизе брать Starfield. Меня очень убедило. Я говорю, я буду делать предзаказ. Это прям 100%. Я максимально доволен. Я, в принципе, ждал этот проект. У меня были небольшие сомнения, скажем прям, ну, совсем небольшие, потому что, блин, я думал, что да как, но в любом случае я бы сделал бы предзаказ его. То сейчас просто на 200% я этим проектом доволен. Просто они максимально убедили меня. То есть, я говорю, я в любом случае, я говорю, этот проект я бы предзаказал, потому что в Тоди городе я не сомневаюсь. В любом случае. У меня просто были пару вопросов в плане механик, только как они это все реализуют. И, блин, я максимально доволен этим всем. Ну, сама презентация, я говорю, как обычно, как у всех. Вот ничего такого. Пару проектов хороших, которыми я доволен. Все остальное мы либо видели, либо это такое себе. Но презентация Starfield, я говорю, это топ. Это вот лучшее, что можно было показать. И как нужно показывать именно что презентации проектов. Касаемо там всем остальным, чтобы они брали на вооружение, что есть брать большую такую презентацию, как делать, и показывать все механики, как они работают, чтобы у людей не было вопросов вообще, как это все работает. Блин, да, Звездные войны будут так себе, потому что это Ubisoft. Блин, ну это юбики. Вот, завтра, да, и у Ubisoft может быть геймплей покажут, но, блин, это а-ля Assassin's Creed и Far Cry тот же самый, за наемника. Я все-таки ждал, что будет анонс Звездных войнов онлайн, которые обещали инсайдеры. Но что-то как-то не задалось. Не, я, может быть, гляну. Опять же. Не, ну, кстати, знаешь, что по поводу, опять же, у тебя завтра как раз таки, я говорю, демо будет уже, плюс-минус в это время. Как раз юбики будут показывать. Поэтому я думаю, что тебе некогда будет смотреть презентацию юбиков. Надо будет демо пробовать. А будешь пробовать демо, надо делать стримчик, прямую трансляцию по демке. Просто у юбиков что смотреть? У них посмотреть вот этот, я говорю, что проект по Звездным войнам, не факт, что там будет геймплей. Да, будет геймплей Assassin's Creed, но опять же, это слит уже геймплей, мы уже его видели, как бы, ну, для меня, как бы, ну, ничего такого, ничего нового. Какие-нибудь новые DLC. И все в целом. Блин, да, такое себе. Вот, кстати, да, Аватар 2 еще. Но меня этот проект не сильно интересует вообще, я бы сказал. Я не фанат вселенной этой. Да, это действительно самое масштабное. Я говорю, просто будем сотни часов проходить в этой игре и проводить время. Ну, блин, круто. Реально, такие проекты выходят прям раз в десятилетие, поэтому надо бы. А Fable, чё, блин, обычный анонс. По Fable вообще ничего не понятно. Что там да как будет. Это просто вот показали анонс. Ребята молодцы в целом, но, блин. Я в Fable могу сказать, что это будет, да, хороший проект, как и все Fable. Ему, да, действительно надо уделить внимание и все в этом духе. Но я говорю, анонсы, я как бы, блин, я к ним отношусь нормально, не более того. То есть, да, анонсировали, да, круто, но мы и так знаем это все, поэтому только когда геймплей покажут. Но я говорю, в Fable я не сомневаюсь. Это обычный такой хороший проект. Не, я не думаю, что будет анонс Far Cry нового. Прям в этом я сомневаюсь. Скорее всего, DLC какой-нибудь еще, да. В это еще может быть. Но ремейк Принца Персии, ну, блин, это даже не вижу смысла в этом. Они действительно его покажут. Это прям точно будет. Но, блин, зачем он? Я вообще не понимаю. Сам по себе максимально странный проект. Если бы еще на мобилках выходил, тогда, в принципе, это я понимаю это. Но он на серьезных платформах выходит, и вот этого я вообще не понимаю. Просто выпускать такие проекты от больших студий. А, блин, в тот ремейк я что-то вообще, я уже даже не верю в него.
Хоть они и сказали, что там он снова его разморозили, что-то пошло. Но ты понимаешь, там его заново стали переделывать, поэтому там фиг его знает, что ждать. Все ждали Гирсу. Все ждали это, потому что инсайдеры заявляли, что будут Гирсы, но видишь, я говорю, ничего не показали. А уже надо бы показывать Gears of War на 5-м Unreal Engine. Удивлять народ, как нужно работать с этим движком. Но пока что-то как-то не задалось. Я говорю, может быть, в конце еще лето покажут на Game Awards и так далее. В принципе, еще же выставки будут такие большие. И там тоже, в принципе, можно да что-то вот такое показать, чтобы сделать разрыв. Но посмотрим. Я говорю, что пока тут тоже. Ну, во, Gamescom, да, Game Awards зимой, да, Gamescom, перепутал немного, да, спасибо за поправку. Gamescom будет, вот я говорю, на нем покажут. Ну, слушай, по поводу Дума, думаю, рано еще, потому что нужно вселенную заново, перезапуск делать, потому что нынешняя вселенная Дума, она закончена окончательно. То есть нужно делать новую, либо же что-то как-то, скажем, временные рамки брать какие-то те же самые, но за другого персонажа, либо же делать перезапуск серии. А Wolfenstein, ну, блин, мы все знаем, что Wolfenstein 3 делают. Я думаю, рано или поздно мы опять же тоже увидим это. Просто еще рано его показывать. Прям очень рано. Еще времени не так много прошло. А вот я говорю, вот с Gears of War, вот, там уже, блин, много. И уже нужно что-то показывать. Поэтому вот еще, я думаю, реально на Gamescom что-то да будет. Веселенькое, скажем так. От чего мы будем довольны. Ну, это удобная штука, действительно. Что по поводу того, что Game Pass, я с тобой согласен в этом. Да, ребятки, я тоже, в принципе, уже заканчиваю. Действительно, уже все нужно закругляться. Так что, да, вам всем спасибо, кто был на стриме. Всем спасибо, всем доброй ночи, как говорится. Всеми рад был пообщаться. Так что давайте, всем доброй ночи, всем хорошего дня завтрашнего. Всем пока-пока-пока. Да, это действительно правильно за 13 месяцев. Есть во что поиграть будет. Все, всем пока.